Рум-тур по нашему домику, который мы купили чуть меньше года назад. Мы подписали документы в мае, получили ключи в августе 2025 года и заехали мы в конце сентября, начале октября 2025 года. С тех пор мы здесь просто жили, практически ничего не ремонтировали, только установили кухню своими руками, и все, что здесь было сделано, это все привнесли мы, потому что мы заезжали в дом полностью пустой, нежилой. Он какое-то время стоял вообще без жильцов, здесь были только стены, пол и все, на этом заканчивается. Еще была сантехника ванная, но на втором этаже я там даже делала ремонт, и кто давно подписан на мой канал, видел весь процесс, как это все было. Тех, кто новенький, добро пожаловать на канал, меня зовут Валентина, я живу в Германии. И это глава нашей жизни с мужем про покупку дома и про жизнь в собственном домике в Германии. Так что, кому интересна такая тема, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, если что-то интересует по этой теме. И давайте приступим. На самом деле, идея этого видео созрела у меня несколько месяцев назад. Я хотела снять полгода после переезда, но ждала идеального момента, знаете, чтобы был идеально вылизан дом, чтобы все было чистенько, прибрано. А потом я поняла, если я буду ждать идеального момента, то я никогда не сниму это видео. Поэтому вот как есть, жизнь какая она у нас в повседневности, ничего особо не прибирала, просто показываю, как мы обустроились и живем в этом домике. Так что не ждите какой-то идеальной картинки, ее в этом видео не будет. И мы находимся сейчас в прихожей. Если с обратной стороны за камерой, это входная дверь. И за мной находится прихожая, она очень узенькая, всего 1 метр. Я даже руки не могу расставить. С этой стороны я повесила зеркальце, крючочки для хранения, и снизу для хранения обуви такие 2 маленьких шкафчика, это из Икеи, самые простые. А здесь находится за моей спиной дверь в туалет, гостевой туалет. Здесь тоже особо ничего мы не делали. Повесила ту картину, подставочку, чтобы, знаете, какого-то такого уюта придать этому помещению. Единственное, я там красила стены. В принципе, во всем доме я покрасила стены, кроме нескольких мест всего. Но я думаю, вы поймете в процессе видео, которые места я не трогала. Из прихожей, это дверь прихожей, мы сразу попадаем в гостевую комнату, в гостиную нашу. Она проходная, здесь находятся 2 двери по одной линии и большая арка на кухню, которая никак вообще не закрыта. Здесь я сразу поставила коллаж, чтобы немножко отделить зону отдыха от прихожей. Здесь немножко все равно моей обуви хранится, потому что все не влазит, тут узкий коридорчик, какая-то одежда висит. Но просто зимой было так холодно в том коридорчике, он неотапливаемый, поэтому я хранила свои вещи здесь, чтобы они были тепленькие и нагретые. Наша гостевая комната, здесь положила коврик шерстяной для уюта, ничего особенного, наш старый диван. Калакс тоже из старой квартиры, и новая здесь только люстра. Люстру долго выбирала, но не ожидала, что она будет такая тусклая. Да, она красивая, уютная, но, если честно, немного тускловато здесь в темное время суток или там зимой было как-то уныленько. И здесь, кстати, это большая арка, это проход на кухню, которая дает свет в этом помещении. И мне это, на самом деле, очень нравится, что такое пространство не разделенное, как будто оно кажется больше из-за этого. Ну а напротив диванчика классика, телевизор, тумбочка под телевизор, которая практически 10 лет, тоже икеевская. Единственное, я купила только маленькую тумбочку, чтобы что-то на нее ставить, как-то немножко обуютить это пространство, потому что не так много мест, в принципе, хранения было, поэтому решила докупить. И видите, как идеально здесь стал цветочек. И вечером, зажигая эту лампу, она регулируется по яркости. Здесь очень уютненько вечером смотреть телевизор, как-то проводить свое время. Сразу через гостиную я покажу вам, как обустроили кабинет Артура рабочий, и потом уже перейдем в кухню. И, кстати, про кухню у меня было уже отдельное видео, я оставлю ссылочку наверху, вы можете посмотреть его. Ну вот она, святая святых, Артура кабинет рабочий, и это полностью его комната. Здесь также еще находится тренажер, эллипсоид, на котором мы иногда занимаемся. Он так сейчас у нас есть абонементы на фитнес, мы не так часто его используем, но что-то я пока не спешу его продавать. Пусть пока будет, но потом, может, мы от него и избавимся, когда уже начнется активная фаза ремонта. А так это маленький уголочек, который я сама оборудовала, просто полочки, это все тоже со старой квартиры, полочки, кресло, которому тоже лет 10 икеевскому, кресло-качалки, почти все. Это Икея. Ну а мы добрались до кухни. Кухоньку мы покупали в Икее всего за 500 евро. Это просто какая-то была нереальная цена. Такое вообще не бывает в Германии в среднем. Если вы заказываете кухню в немецкой фирме,
готовьтесь выложить порядка 10 тысяч евро за полностью всю кухню вместе с установкой. Кухню мы установили сами, она самая простая, как это, ДСП, в общем, клейные опилки, покрытые пленкой, вот так вот проще сказать, наверное. Мойку мы все это сами монтировали, все подключали. У нас нет единственного в этой кухне духового шкафа, потому что духовку мы продали вместе со старой кухней, со съемной квартирой. Здесь у нас осталась только двухкомфорочная варочная панель, холодильник, который мы купили, мойка и посудомойка. Ну и микроволновка, с другой стороны. В принципе, вот все, что у нас есть на кухне. И меня очень сильно спасает мультиварка от бренда Tefal. Она еще с функцией скороварки. Это просто моя находка именно для готовки, когда нужно что-то долго готовить. А еще учитывая, что я не поставила вытяжку на этой кухне, о чем очень сильно жалею. Никогда так не делайте. Даже если у вас не газовая плита, а просто индукционная, все равно устанавливайте всегда вытяжку. Не обязательно, чтобы она уходила в вент-канал, хотя бы с угольным фильтром. Будет в 1000 раз лучше, потому что зимой, когда было холодно, когда мы не могли часто окна открывать на проветривание, когда, допустим, готовишь, здесь все было пропитано едой, вся гостиная была пропахшей едой, одежда пахла едой, я не знаю, плюс весь жир, он уходил наверх шкафов, и там все сверху покрывалось жиром, потом все это приходилось с трудом отмывать. Поэтому учитесь на ошибках других лучше, чем на своих. Я на своих уже научилась, поэтому в будущем, конечно же, мы установим здесь вытяжку. Ну а пока как есть. В остальном во всем кухне я безумно довольна. Она хоть и не супер большая, но мне хватает здесь пространства. Видите, огромная площадка, здесь мы ставим грязную посуду, потом убираем в посудомойку сюда вниз. Здесь у нас встало 3 мусорных ведра, плюс пакетики под мусор. Здесь большущий угловой шкаф, куда влазит вообще все, что нужно и не нужно. Там столько барахла хранится. Здесь 2 секции по 40 сантиметров с выдвижными ящиками. Ну и наверху тоже 2 ящичка хранения. В принципе, места очень много для того, чтобы что-то готовить. И даже влезла сюда в уголочек кофемашины, которой сейчас пользуюсь только я. Вот, так что места, говорю, хватает. Единственное, мы вынесли отдельно зону кофе, такая, знаете, зона для завтрака. Здесь у нас стоит тостер, чайничек, хлебница, как бы, но что пропадать, эта каталка была с прошлой квартиры, поэтому я просто решила ее здесь пристроить, и особенно удобно, потому что здесь есть 2 розеточки. Этот стол полукруглый, он уже был здесь, когда мы заехали. Это единственная мебель, которая здесь была. Он прям вмонтирован в стену, поэтому мы решили его пока оставить, ничего с ним не делали. Он такой, знаете, лупившийся немножко краска, но потом, я думаю, его надо будет демонтировать и немножко я хочу уменьшить и покрасить, потому что он выглядит не очень хорошо. В принципе, вполне себе функциональный стол. Еще подумаем, какой стол здесь оставить на будущее. Ну а пока так, как вам, кстати? Пишите в комментариях, насколько уютно у нас в домике, и что бы вы, может, сделали, какие варианты решения или обстановки нашего пространства у вас есть, потому что все обставляли сами, просто с минимальнейшими вложениями. Я только зашпаклевала щели, покрасила стены, повесили светильники, заменили розетки, выключатели. Знаете, то, что просто база минимальная. И поставили мебель. Мы ничего капитального не делали, все это нас ждет впереди. Ну а пока живем, говорится, главное самое, что это наш свой дом. До сих пор, знаете, я не могла в это поверить, и только недавно ко мне пришло осознание, это наш дом. И я могу здесь делать вообще все, что захочу. То есть можно в один день проснуться и, не знаю, там, разобрать пол стены или что-то подобное, не знаю. Ну, конечно, не несущей стены, не знаю, там, сбить плитку со стен, заменить сантехнику, делать все, что угодно, потому что это наш дом, и никто как бы нам тут не указ, что, когда и как ремонтировать. Хотим шумим, хотим не шумим. Вот, так что я эту мысль где-нибудь себе запишу на подкорке, что можно уже разрушать дом и создавать что-то прекрасное. Ну, здесь у нас стеночка просто бытовая, тут микроволновка, все выводы сделаны, пылесос на стенке висит. Это просто такая экстренная секция, потому что на сторону кухни микроволновка уже не влезала, там было слишком, очень много места она занимала, поэтому здесь картонный мусор и 2 контейнера для сортировки стекла. Стекло, которое мы сдаем в магазины, возвращают нам деньги, и стекло, которое мы выкидываем в специальные контейнеры
чтобы их переработали, чтобы это стекло было переработано. Так что такой бытовой уголок с пакетами, мусором и всем таким. Туда я особо не смотрю. Главное, знаете, чем я вообще всегда любуюсь у нас тут? Здесь вид прекрасный в сад, как раз таки окно находится на том уровне, когда удобно смотреть в него сидя. Я не знаю, почему на этой стороне дома окна немножко припущены вниз, поэтому, когда ты садишься за стол, глаза поднимаются, и получается, можно видеть прекрасное небо. Вечером мы смотрим, любуемся закатами, утром пьешь чай, кофе, птички поют, белочки бегают. Это самое приятное место. Я оказалась с другой стороны от кухни, это продолжение, получается, коридора, кухни с пристройкой. И здесь за мной находится стеллаж, который тоже из Икеи. Сама я установила его, даже было, по-моему, короткое видео на канале, можете глянуть. Просто для хранения. Здесь у меня есть и выдвижные ящики 4, чтобы было удобно пользоваться. И, в принципе, здесь хранится какая-то одежда, обувь, все необходимое. Сейчас здесь лежат подушки для садика. Кстати, как я обустроила садик, можете посмотреть тоже в предыдущем видео. Я там все показывала, такую красоту навела. Сейчас просто были дожди всю неделю, и там все выглядит не очень хорошо, поэтому я не пойду на улицу, там так пасмурно, уныло. Поэтому, если интересно, как выглядит садик, то смотрите предыдущее видео. Ну, мы почти добрались до 2-го этажа. Вот она, лестница наверх. Кстати, я наклеила сюда поверх старого покрытия. Лестница старая. Такие, как на клеевой основе, ковролин. На ковролин на клеевой основе. В общем, просто купила, приклеила, пока так будет, чтобы было не скользко. А то эти ступеньки покрыты лаком. И лестница такая крутая. Здесь ванная за моей спиной, ничего необычного, просто ванная с стиральной машинкой. Мы ее используем только как постирочную. Душем мы не пользуемся, потому что душ там настолько маленький, что я не помещаюсь, даже вроде небольшая девушка, и не могу поместиться в этом душике. Сейчас покажу вам. Мы вообще не пользуемся. Во-первых, я влажу сюда только боком. Это максимально раздвинутые створки. Вот я встала внутрь. И я расставляю локти, касаюсь с двух сторон ограждения стены. И просто здесь, мне кажется, невозможно мыться. Здесь очень маленькое пространство, и, не знаю, у меня нету какой-то клаустрофобии, страха замкнутого пространства. Мне здесь очень неуютно, очень некомфортно. И я не понимаю, как вообще можно было здесь поставить настолько маленькую душевую кабинку. Я говорю, приходится боком в нее залазить, учитывая, что, посмотрите, здесь еще чуть ли не полметра стены. До входной двери можно было хотя бы сантиметров на 20, там, 30, не знаю, сделать шире намного эту душевую кабину. В общем, я не понимаю, как ее установили, зачем, почему вообще. Кому-то, думаю, пришло в голову купить ее. Для нас это остается загадкой. Как вообще в ней мыться? Какой маленький человек должен был жить, чтобы пользоваться этой душевой? В общем, мы не знаем, это загадка вселенной. И покажу вам с обратной стороны, как выглядит ванная. Повесила шторку по вечерам, закрываем, чтобы не было ничего видно с улицы, что окно большое. Постирочная зона, стиралка, тазики, в принципе, ничего необычного. Самая простая ванная, которую я вообще никак не трогала, не ремонтировала. Все как было, так и осталось, только стиралку здесь подключили. Ну и мы благополучно добрались до 2-го этажа. Здесь находится всего 2 помещения. Это большая спальня, помещение под спальню, которую мы используем под мой рабочий кабинет. Вообще, такое многофункциональное помещение, оно достаточно большое, наверное, порядка 20 квадратов точно есть. И есть маленькая ванна, в которой я совсем немножко... Ой, нет, тут еще... Эта зона используется как гладильная. Здесь у меня такая небольшая хозяйственная часть. Стоит гладильная доска, она здесь постоянно разложена. Здесь стоит мой помощник, такой утюг паровой, очень удобный, кстати, от фирмы Браун. Здесь просто... штанга, которую я не знала, куда поставить. Думаю, пусть будет здесь, удобно для вещей, которые я погладила, сюда их обвешать. А сзади, кстати, это матрас от старой кровати. Мы зачем-то его сюда на 2-й этаж затащили, даже не понимаю, зачем. И скоро мы его выкинем, потому что я заказала вывоз мусора прямо около дома. Но вот как есть, будем стаскивать его обратно. Достаточно большой, тяжелый, пружинный матрас. Вот, в общем, мы его выкинем. Выкинем также старую кровать, старый шкаф. В общем, много мебели, которой мы не пользуемся, которая нам не пригодилась здесь. Мы от нее избавимся по максимуму, чтобы расхламить дом. Вот. Ванная с небольшим окном, это, наверное, плюс. Здесь светло, еще с той стороны находится дома фонарь, и поэтому ночью не надо включать свет, когда идешь в туалет, потому что фонарь прекрасно светит в это окно. Здесь повесили зеркало, я установила вот этот вот шкафчик снизу для хранения всякого барахла,
которое нужно нам для умывания. Это самое пока такое переделанное место, потому что здесь я покрасила стены, вот эта вся часть новая помененная, поменяла еще все смесители, установила на ванной тоже новые смесители и залила все герметиком, чтобы здесь, в общем, ничего никуда не протекло в перекрытие. Ну и мы подошли к финалу. Это финальная комната нашего дома. Здесь мы постелили ковролин большой на все пространство. По-моему, здесь, я не помню, какая длина. Ширина порядка 4 метров, длина, я честно не вспомню, наверное, метров 6 точно есть. В общем, затаскивали тоже вдвоем с мужем по этой винтовой лестнице этот ковролин. Намучились ужасно, но оно того стоило. Этот ковролин стоит каждого своего цента, который мы за него отдали, хотя он был достаточно бюджетным вариантом. Во-первых, здесь комфортно ходить босиком, хотя дом как бы не сильно отапливался зимой, здесь было прохладно. В среднем температура в спальне зимой у нас была порядка 17 градусов, на первом этаже в среднем было 14-15 градусов. Вот именно поэтому мы хотим поменять отопление. Но мы уже, если честно, привыкли. И когда сейчас было плюс 20, нам было очень душно спать в этой спальне, потому что мы привыкли к холоду. Вот здесь находится 2 окна в крыше. Света хватает днем, когда особенно солнечная погода, здесь прям все залито светом. Но я думаю, вы и так видите, освещение хорошее. Здесь повешены только 2 такие лампы-таблеточки наверху. Я могу, кстати, их выключить. Та-дам! И вот такое вот естественное освещение, которого, мне кажется, вполне себе хватает, учитывая, что на улице сейчас пасмурная погода. Что думаете? Мне кажется, вполне неплохое освещение. Кровать покупали на предыдущую квартиру, как в гостевую комнату, но мы отлично спим вдвоем на ней, на 160 сантиметров. Это классика Икеи, этой кровати, этой модели уже, не знаю сколько, больше 20 лет уж точно, по-моему, модель Хемнес называется. Вот, она раздвижная, можно ее сдвинуть, и будет она всего 80 сантиметров, как такая тахта с бортик. Такой пока компромисс. Конечно, в будущем поменяем на нормальную кровать, но пока как есть. Так, я не успела убраться. Вот какая я. Изнулька, видите? Все как есть, показываю. Но здесь за кроватью мой рабочий столик, я его отделила такой перегородкой. И здесь вот то место, где я творю, где я учусь, занимаюсь своими делишками. Это моя рабочая зона. В принципе, все, весь наш домик. Не такой прям уж и большой, но для 2 человек пока достаточно. Даже если у нас будет расширение в семье, есть свободные комнаты, которые я не показала, потому что там творится хаос. Я думаю, у многих, кто переезжает в дом, у них какая-то есть такая кладовка на первое время, где все складируется. Так вот, у нас есть одна еще большая комната, которая используется пока только для хранения инструмента и всякого барахла. В будущем там будет полноценная жилая комната, там есть 2 окна, и кто хочет увидеть, как эта комната выглядела до, то посмотрите видео рум-тур на моем канале, оно закреплено на главной страничке. Пишите в комментариях, как вам наш домик, как мы его обставили, уютно или нет. Конечно же, много будет переделываться в будущем, но пока мы заехали в панике, в спешке, мы не хотели платить за нашу съемную квартиру, поэтому максимально быстро я подготовила дом, ходила сюда как на работу, красила все, приводила в порядок, потом мы перевезли мебель, нам друзья помогли, спасибо им большое, и вот, в общем, обжились как есть. Ничего нового сюда мы практически не покупали, не считая того, что было, понимаете, совсем необходимо наподобие светильников, я не знаю, там вот ванны небольшие переделки, то есть в дом практически не вложено никаких денег, по минимуму, поэтому, грубо говоря, просто заехали в пустой нежилой дом, и вот так вот мы его обуютили. Мне пока нравится, как все здесь выглядит, конечно, потому что это делала я сама, но со стороны, может, вам будет виднее, и дадите мне какие-нибудь советы на будущее, что-то, может, как-то переставить, скомбинировать, чтобы это было более функционально, либо красиво. Так что буду ждать ваших комментариев под этим видео. Спасибо за просмотр. Ну и встретимся уже в следующем видео. Мы планируем с Артуром разбирать наш подвал. Там, конечно, место такое страшное, я боюсь туда спускаться, потому что очень маленький подвал. Раньше там хранился уголь, но его нужно привести в порядок, этот подвальчик, чтобы использовать это помещение для хранения. Вот, потому что, сами видите, домик небольшой, хранить вещи где-то надо. Будем трудиться и покажу вам процессы переделок в новых видео. Так что подписывайтесь, ставьте лайк этому видео. И все, наконец-то прощаюсь, до скорых встреч!